Горный охотник Денис Морозов отправляется на трофейную охоту в Республику Таджикистан, чтобы добыть двух редких животных – бухарского мархура и транскаспийского уриала. Таджикистан славится своей природой и считается идеальным местом для охоты на горного винторогого мархура. Группе предстоит столкнуться практически со всеми неприятными ситуациями, с которыми сталкиваются горные охотники. Множественные восхождения, истощающие организм. Меняющаяся погода, от жары и дождя до мороза и снега. Сильные порывистые ветра будут мешать стрельбе, а размытые склоны гор и сбои в оптике оружия создают дополнительные проблемы. Все, слава богу, добрались. Легкая дорога оказалась напрямую из Краснодара. Прилетели в шикарное место в Душанбе. Сейчас получили быстро багаж. Конечно, здесь настроено очень хорошо. Оружие быстро, без проблем. У нас в 3 раза дольше упаковка была, чем здесь получали. Шикарно все. Сейчас загружаемся в машины и на базу. Задача сегодня попасть до базы, по обеда ужинать и отдыхать. Отдыхать, набираться сил. Завтра будем максимально рано просыпаться, чтобы максимально много успеть. В планах стрельнуть мархура и транскаспийского уриала. Просто если бы сегодня и пристреляться, вообще была фантастика, что до с утра ушел. Да, но я думаю, что не успеем, потому что туда все-таки, в районе... А во сколько темнеет? В районе 7 уже будет темно. Ну подожди, в районе... здесь же немножко я время смотрю неправильное. Да, у нас 3 часа. 3 часа. Группа охотников выдвигается в горный район Дарвасского хребта, на границе с Афганистаном, где и находятся частные и государственные заказники с ареалом обитания бухарского мархура. Слушай, ну это единственное, знаешь, где его? Его в Израиле много где так давят, но не режутся пополам, они, видишь, прям целиком поставят. Да, тут его просто больше, чем в Израиле. Эдик, теперь я знаю, где ты покупаешь фисташку. Самая вкусная фисташка, которую я ел. Ты сколько не спрашивал, ни разу мне не сказал, откуда она. Теперь я знаю, где она водится. Привет. Здравствуй. Здравствуй. Добрый вечер. Да. Видишь, что рубки. Лучше и лучше с каждым разом. Здравствуйте. Здесь мы будем жить в ближайшие несколько дней. Все готово, вас не хватает. Как это называется? Дастархан. Дастархан. Мне сказал, 3 километра до границы. До Афганистана, да. До Афганистана. 3 километра. То есть вот пешком дошел и все? Да. С одной стороны обрыв река, а с другой стороны обрыв скала. Ну, дорога нормальная. Нормально. Полную ведь? Да. Как и на все свои охоты, Денис берет с собой свою любимую винтовку Blazer калибра 338 из-за своих баллистических характеристик. Дульный тормоз-компенсатор для смягчения отдачи и, как принято во всех горных охотах, сошки средней длины. Оптический прицел минимальной кратностью 25. Да. Практически готово. Доброе утро. Все, проснулись, позавтракали, первый день. Фантастика, погода. Говорят, и завтра будет хорошая, сегодня солнышко. Сейчас будем переезжать на другой лагерь, где будем базироваться, где будем ночевать сегодня. И сразу после разгрузки сразу разъезжаемся по местам охоты. Перед этим 3 дня егеря смотрели горы, смотрели, где побольше трофеев, где их большое скопление. Сейчас места там определены. И сразу после разгрузки едем сразу на охоту. Красиво, когда. Река сильно наполняется, полностью заполняется водой.
полностью вот это 10 лет назад, помним, это земля вон там, где СЛС, там. Там земля вот это была? Да. То есть так размыло? Вон, получается, наверху кишлаки, там палатки. Буквально 2 километра отсюда пешим ходом мы уже все. Афганистан, граница Афганистана. Говорят, очень спокойно. Когда талибы пришли, еще спокойнее стало. Никто не охраняет границу. Только со стороны Таджикистана есть погранцы. Внутри никого нет. Больше переживают за реку, потому что обрыв реки еще 10 лет назад был метров 200-300 туда вперед. И сильно размывает, и переживают, что ли, через 10 уже можно к домам подобраться. А эта река наполняется там весной, и она впадает, она наполняется в реку Пьянша. Вот эта река Пьянша и есть граница между Таджикистаном и Афганистаном. Ya da где var? Так как поставить, так и поставить нам же все равно. Будет 180, 180. Эх, Шрубине бача! А рации нет? Эх, Шрубин! Слушай, ну померяй ты, я не могу понять. 150-200 метров. 200? Давай еще. Брен! Тигручка. Мы сразу стреляли. Тигручка дадут? Сколько метров поставили? 203. 204. 204, да. Ну, рядышком, точно. Чуть-чуть дернула все эта рука. Закон джунглей, закон любой охоты. Даже если ты перед выездом вот только со стенда вышел, со стрельбы, закончил стрелять, у тебя ложится каждая пуля в десятку на любой дистанции, то при всех обстоятельствах обязательное условие по приезду на охоту, обязательно. То есть как бы ты ни был уверен в своем ружье, нужно все равно перепроверить ружье. Да, чуть неправильно, я поправку дал. Первый раз стрелял неправильно, чуть поправку дал, попал вверх. А второй раз уже попал в мишень. Сейчас вроде перестрелялись, перепроверили, все нормально. Поэтому сейчас будем выдвигаться уже на охоту. Вот так, греемся. После того, как Денис привел оружие к бою, группа отправилась в лагерь Обидара, что находится на 15 километров юго-восточнее первого лагеря, где и была замечена группа бухарских мархуров местными егерями. Вот мы в Хавре. Это второй лагерь, который в горах стоит. Повыше сейчас разгружаемся, выгружаем лишние вещи и поехали дальше. Туалет, баня, все есть. Удивительная вещь. В горах, на необитаемом месте есть гаюн правильный. В цивилизации обязательно нужно идти на улицу. Удивительный народ. Мы видели в одном месте раз, два. Бараны, козлы, они ходят, все время ходят самцы отдельно, да, только во время гона потом мешаются с самками. Сейчас поднялись наверх на горы, здесь ущелье, и ветер прям очень сильный ветер. Внизу вообще ни капельки не было. Здесь прям то, что ветер прям сдувает. Сейчас будем еще смотреть, с какой стороны как стрелять. Что в таком ветре сильные поправки нужны будут при стрельбе. Ну, они ушли все за кусты, вот в кустах стоит какая-то хрень, но это... Сейчас егеря определили там. Там молодой тоже есть, молодой еще. Мы наблюдаем, если довольно большой, мы будем стрелять, если нет, мы продолжаем охоту.
Есть некоторые рога широкие будут. Вот 3 винта. Вот это то, что там сейчас ходит. Да, и наш потенциальный трофей. 3 винта. Это тоже 3 винта, это тоже 3 винта. Оба это больше 8 лет. Далеко довольно добрались по реке. Сейчас за этим ущельем уже пойдем пешком. Вчера-позавчера видели там мархуров. Поэтому сегодня здесь охотимся. А если здесь ничего не увидим, есть еще дальняя точка. Там точно есть. Но сегодня мы уже не успеваем. Если что, значит завтра туда будем перебираться. Сегодня смотрим здесь. Ну, здесь уже только солнышко, и травка начинает зацветать, зеленеет и спускается сюда. Спускается в эти ущелья на свидание. Да, есть мархур. Большой мархур. Информация егерей оправдалась, группа заметила мархуров. Остается только незаметно и осторожно подойти. И по всем законам нашей жизни из ниоткуда начинают стягиваться животные на водопой. Если спугнуть их, можно спугнуть и нашу главную цель. На том склоне видели группу мархуров еще издалека. Но сейчас немножко подошли, не можем найти, где они. Вроде бы близко, но на нашей стороне были. Не видно сейчас. Либо сейчас еще ближе подойдем, либо отсюда понаблюдаем. Я не пойму, что больше козел. Нас решают. Козлы думают, что мы козлы, а мы думаем, что они козлы. Группа поднялась на огневую позицию. Мархуры легли спать. Чтобы сделать красивый выстрел, все решили подождать, пока животные проснутся. А пока они отдыхали, охотники тоже решили подкрепиться и восстановить силы после долгого подъема. Держите, станет только. Большой камень подвинный, второй в центре, да, есть. И парень чангардан, и пара перейдешь. Мы попробуем стрелять, думаю. Дистанция хорошая, 450 метров. Справа. И чуть-чуть вниз. Дистанция не сильно, может, даже большая, там 450 метров. Но ветер был ущелье. Стреляли, вроде и попали. Побежал вниз баран. Не понимаю. 30 раз пересмотрели замедленное видео. Не видно. Вроде попали, вроде не попали. Но вниз побежал. Вниз не мог побежать, не раненый. Сейчас ребята пошли с той стороны смотреть. Мы сверху смотрим. Ну, посмотрим.
стреляли 5 сантиметров, я вижу. Ты не видел их? Почему выше? Надо еще раз попробовать стрельнуть в мишень. Давай еще раз стрельни в мишень. Я не понимаю, потому что я хорошо прям держал ее сейчас на курке. Дистанция 450 метров. Сейчас мы проверим, попал или не попал. Выше. И второй раз выше. Чуть-чуть выше. Кабаны как порыли. Все в кабаны. Все перепахали как будто. Солнышко, тепло, а лед становится. Хотя погода солнечная, раздетые ходим. Сегодня забрались высоко. 2 раза стрелял по мархурам. Оба мархура были на одной дистанции 450 метров, там может чуть больше, там небольшая дистанция. И первый раз показалось, что попали. Я очень сильно расстроился, когда промазал, и потом очень сильно обрадовался, что я промазал. Это не подранок, и мы не добрали. То есть сейчас будем вечером разбираться, что с оружием. 2 раза стрелял, и 2 раза чуть-чуть выше, буквально 5-10 сантиметров. Ну, хотя перед этим мы сейчас пристреливали 200 метров, четко, десяточка в десяточку. Ну, бывает разное, не знаю, что произошло. Сейчас едем на базу, уже будем купаться, собираться, отдыхать. Завтра будет второй день. Попробуем наладить что-то с оружием, решить какие-то вопросы, потому что никуда не годится. Ну, такие бывают тоже моменты в жизни. Никуда от них не денешься. На охоте все бывает. И бывает тот случай, когда поговорим, все промазали, это все-таки промах. Мы говорим, слава богу, промах. Поэтому промах тоже бывает за радость, как ни странно. Поэтому слава богу. Посмотрим, что завтра будет. Национальный плов. Хорош? Лаги. Лучший плов в жизни. Самое приятное, как обычно, во всех мероприятиях, это ужины. О, дай бог. Мамма Мия называется. Завтра с утра пораньше встанем, второй карабин поедем перестреляем. Право от реки. С утра группа егерей отправится туда, где мы смотрели утром. Мархура. И надо же будет анализировать, есть там мархура или нету. Последние 3 дня егеря каждый день видели. Вот прямо внизу, недалеко, да? Да, прямо близко к дороге машины. 2 карабина возьмем, 1 и 2 стрельнем, посмотрим. Почему сегодня 2 раза завысил, потому на пристрелке нормально было. Реально странно. Пораньше сегодня проснулись, чтобы второе ружье перепристрелять, первое перепроверить. В общем, сегодня будем надеяться, что все будет поудачней. Мы сейчас пока пристреляем, ребята дают обратную связь, есть он там или нету. Если нет, то будем, наверное, на самый дальний кордон двигаться, смотреть там его. Так. Денис берет свою запасную винтовку и пробует стрелять из нее. Видно. Давай еще раз. Она прыгает.
все нормально. Все пули там чуть-чуть 20 сантиметров, может 15 сантиметров, но очень неудобная позиция. Здесь не будем даже, да? Это стрелять буду? Да. А теперь Денис берет вчерашнюю винтовку. Нет. Что-то я на... Зараза такая. Видишь? Все. Все, вопросов никаких нет. Сейчас потихонечку будем подниматься наверх. Ветер сегодня сильно, невероятно такого ветра. Даже не ветер, это ураган. Ну, в любом случае, солнышко светит. Сейчас в гору пойдем, надо лишнюю одежду сбросить, потому что ровно через 10 минут. Какой бы ветер, какая погода не была, будет очень жарко. Егеря видели наверх одну группу Мархура. Мы потихоньку поднимаемся, увидим, как они, да? Если хороший трофей, мы будем стрелять. Забрались на самый верх, видели сейчас большую группу, 20 мархуров, но ни одного достойного трофея. Сейчас хотим перейти этот хребет, с той стороны видели группу, там вроде бы были нормальные мархуры, достойные для стрельбы. Поэтому сейчас аккуратненько пытаемся пробраться. Тяжелая дорога, там денек. Лед подтаял и прям грязь скользит. Прям такие обрывы. За этим с той стороны тоже наблюдают 4 мархура. Сейчас нужно определить, в принципе, наверное, неплохие. И сейчас смотрим. Величине где-то 5 групп. 5 групп. По 10, может даже больше мархуров там. Большое, прям очень большое количество. Вниз какой обрыв. Справа скала, слева скала. Показали бы, я бы не пошел бы. Подъем, который я поднимался. Это лучше бы я вчера попал. Как в биатлоне. Штрафной подъем. Мамма мия. Слева еще уже на горе стоит большая группа, штук 10 стоит. Ниже пройдем. Видишь? Все дергается, нету упора, очень неудобно. Реально, стрелять надо было, шанс был. Хоть и неудобно было, хоть и некомфортно, но, конечно, расстроен сильно. Ну, сейчас думаешь, стрелять, не стрелять, или надо было сбежать до дерева. На дереве был хороший упор, из дерева уже можно было стрелять. Ну, не успели бы, точно бы не успели, потому что он уже
Все, он нас уже увидел, он уже на ходу был. Поэтому как есть уже. Ну, очень большой махур. Очень большой. Хороший Большой. трофей был. Оба хорошие были. Да. Один подлиннее были рога, у другого были база потолще. Охота не магазин, да? Магазин, что мы покупаем, да. С адреналином, с дыханием, упором, все. Упором, всё это. Лежишь, висишь. Одного на проблема горе. можно это. Салфетка. Самая нужная вещь в горах — салфетка. Подмерзшая со снегом, грязь не держит. Ружье на спине было все черное. Прям как потащила это глина, грязь. Думал, уже все. Потащила с концами, но ничего, вроде живые. И третий день уже пошел. Что-то так тяжело дорога дается этот Мархур. Сложно такие горы. То ружье, то еще что-то, конечно, караул. Одна из сложных охот показалась. Ну, так всегда, когда ты думаешь одно, получается совсем другое. Поэтому будем надеяться, что сегодня повезет. Проехали, дождь идет, весь в калах сидит, никуда не выходит. Сейчас пока здесь чайку попьем, будем смотреть, как будет двигаться с погодой, но пока только хуже. Дождь усиливается, не прекращается, уже дороги размываются, даже уже если может сейчас прекратиться, даже найти кого-то сложно будет подниматься. Вот одна надежда на вчерашнюю ложбинку, мы вчера увидели там порядка 80 особей Мархура. Это, наверное, единственное место, где сегодня можно будет попытать. Погода, конечно, караул. Только мечтать о такой можно. Дома, на кровати. Ну, сегодня, наверное, уже все, да, я так понимаю? Наверное, мы никуда уже сегодня не денемся. Я думаю, что сегодня. Да, дай бог, чтобы завтра, наверное, сейчас горло намокают, грунты намокают. Завтра сможем выйти или нет? Не, если нет дождь, завтра они всех вниз спустятся. Почему вниз? Потому что после дождя ходят. Всегда после дождя вниз спускаются. Да, зеленый вниз, не вверх нету. Но ребята говорят, что животному точно так же тяжело, как и нам, поэтому должен спуститься низко. Кушать все равно хочет. Отдыхаем, восстанавливаемся, тоже нужно. 2 дня были очень тяжелые. Вот такие дела. Вечером того же дня Денис все же решается сделать небольшую вылазку в горы. Как сообщили местные профессиональные охотники, мархуры спускаются с гор после дождя по нескольким причинам. В нижних частях горной местности появляется свежая трава и другая растительность. Влага способствует росту растений, а мархуры предпочитают питаться молодой сочной зеленью. Воды очень много выпало. Водопады, реки расширились. Все ручейки бегут, все. Ну, ребята говорят, главное, чтобы тумана не было. На скалы не полезем, потому что будут мокрые, опасно. А там, где есть трава и деревья, там, наверное, пойдем. Попробуем подняться. Говорят, стоит, которого мы в первый день видели.
Неплохой баран. Единственная погода, конечно, не знаю. Пойдем. Попробуем. На более низких высотах могут образовываться лужи или ручьи, где животные могут утолить жажду. После дождя температура понижается, особенно на больших высотах. Спуск на более низкие уровни позволяет животным находиться в более комфортных условиях. Мархуры следуют природным инстинктам выживания, которые подсказывают им искать наиболее благоприятные условия для питания и отдыха после изменения погодных условий. Может быть, надо было там подняться. Да. Может, 15 метров. Ближе подойти не получится. 530 метров, и сейчас он лежит. Сейчас приняли решение, он встанет. Внизу самка лежит и на нас пойдет. Все равно вниз будет спускаться. Вот как будет спускаться вниз, вот мы сейчас будем занимать позицию, будем пробовать стрелять. В принципе, дистанция тоже стреляпельная. Он сейчас лежит. Говорит, давай немножко подождем, он все равно двинется вперед. Сейчас подождем немножко. Если не было ветер, это нормально на 350 метров. Ветер будет, что ли, здесь? Нет, не было. А без ветра чуть-чуть, да? Доброе утро. Сегодня 4-й день охоты на Мархура. Вчера была ужасная погода. Весь день пролежали, не смогли выйти в горы. Сегодня ночью распогодилось, туман ушел. Правда, земля сырая. Мы, в общем-то, сейчас выезжаем и будем идти ехать по точкам, где он может быть. Вчера видели неплохого Мархура. Наверное, туда попробуем первым делом и заехать. И оттуда будем уже смотреть, либо дальше двинемся, либо на этой точке останемся и будем его смотреть и подниматься в гору. Будем надеяться, что все получится. Как вы уже успели заметить, мархуров в этих краях более чем достаточно. А все почему? До получения одного разрешения на охоту количество животных должно быть не менее 100 голов, 5 из которых должны быть самцами старше 8 лет. Одного из самцов может забрать охотник, и достаточное количество остается для хищных животных. Однако следует иметь в виду, что плотность распределения животных варьируется от региона к региону, и применить такое распределение ко всем регионам невозможно. Регулярный учет – один из ключевых факторов в регулировании рационального использования этого вида. Каждому охотничьему хозяйству необходимо проводить оценку состояния своей территории и подсчитывать живность каждые 2 года. В противном случае государство прекратит выдачу разрешений на добычу того или иного подвида. Сегодня погода хорошая, солнышко светит, немножко прохладно, сыро. На той стороне там 3 человека смотрят. Мы сейчас на эту сторону будем подниматься. Здесь нормальный подъем, зеленая трава. Ребята думают, что там есть Мархур, поэтому будем пробовать подняться.
Да, как маскируется, просто за деревом стало, уже не видно. Заметили группу на той горе. Два очень хороших мархура. Прям там четыре самца. Два очень хороших. Очень открытая местность, мы не можем даже за гору перевалить. Дождемся, пока они лягут спать, они лягут по любому время к обеду. И сейчас вот выжидаем. Я думаю, в течение часа-двух они лягут, и там есть момент, где можно будет прокрасться, и мы попробуем подойти максимально поближе, и оттуда уже попробуем стрелять. Ну, два очень хороших мархура. Поэтому посмотрим. Рот, а? Только прошу, как он нас увидел. Запах, думаешь, учуяли? Да, да. Как не запах 500 метров, как они могли учуять? На другую сторону пошел, где получил на речку пошел. Отсюда 640 метров. Да, надо туда пойти. Казалось, все потеряно. Мархура не добыть. Силы на исходе. Запасы еды истощились. Воды практически не осталось. И вдруг, перед тем, как отправиться в лагерь, егерь замечает мархура. Того самого, которого Денис пытался добыть в первый день охоты. Господи помилуй. Вот это охота. 5 дней. Мамма мия. Как утром приехали в первый день за ним. Да. Вот сегодня его и забрали. Садаков нашли. Ждал он нас. Вот такой охота в Мархуре. Самая лучшая охота, самая сложная охота еще не было. Но я тебе скажу, чем сложнее, тем она добыча, трофей, тем трофей более ценный. پوچو ما داوجا ما خیلی برو ما بدکو هو ما جبری اونا چه خلبانی و پارا خاصی هم داره و بالا میذارم حضرات دنیس хорошо
Уже, честно говоря, сегодня я думал, уже все, шансы потеряны. Вот не дается Мархур. 4 дня мы за ним бегаем. Просто уже куда только не залазили, где мы только не были. Мне кажется, не осталось уже уголка в угодьях Утучи, где мы не были. Да. Везде, везде. И стреляли, и дистанции. То я ошибся, то еще кто-то ошибся, то встал, то побежал, то ветер, то еще что-то. И вот уже все, уже силы на исходе, уже замучились все, что называется. Ну, чем тяжелее охота, тем радостнее потом трофей. Трофей очень достойный. 3 оборота, очень достойный трофей. И самое, что интересно, в первый день, когда мы приехали, мы вот только выехали на угодье, вот сразу остановились и говорят, вот здесь вот есть Мархур, показывают видео, говорит, его наблюдают уже 3 дня, очень хороший трофей, говорит, пойдем. Я говорю, ну, как скажешь, так и сделаем. Говорит, ну, поехали еще посмотрим. И мы вот 3 дня облазили все угодья, переходили, я не знаю, сколько десятков километров, подскальзывались, падали, дожди. В общем, вот все, что можно было получить на охоте, мы получили. Вот вообще просто вот все. Вот, что называется, full completion. Все получили. И все равно вернулись к тому, с чего начинали. Первый день, в принципе, можно было подняться, он хорошо лежал, и можно было бы его сразу добыть, и охота бы закончилась через там час после начала. В принципе, она была так. Возле дороги. Да, возле дороги час деловая охота закончилась. Ну, мы не ищем легких путей. Еще раз спасибо организаторам вообще. Спасибо. Это фантастика, это реально фантастика. Вы просто молодцы. То, что вы сделали, там, отец твой начинал, это то, что вы продолжаете, то, что вы делаете, это невероятно. Очень большое количество Мархура, невероятное количество. То есть, там в одном месте мы видели там под сотню Мархуров просто на одном пятачке. То есть такое количество, и это только в одном месте. Куда ни посмотришь, очень много самок, очень много деток. То есть это видно, что каждый год увеличивается поголовье, увеличивается. То есть если даст Бог, и все так будет продолжаться, там 5-10 лет, тут надо будет еще подкармливать Мархура, еды не хватит. Поэтому спасибо. Спасибо. Супер. Еще раз. Все, спасибо. Спасибо. Браво. Братик, есть шанс, что мы покинем это место. Братик, и они сегодня радовались все. Больше тебя. Я тебя поздравляю. Всех тебя. Наконец-то И тебя, новая кинозвезда. dream, my friend, come true. Так ты не понимаешь, мы поднялись в одно ущелье, хреново Кукуево, то есть, вообще вернулись, а там... Денис отправляется в центральную часть Таджикистана, на север Хуталонской области, где берет свое начало знаменитая горная система Памир. Там и находится одноименное охотничье хозяйство Хуталон, где и стоит задача перед Денисом добыть недостающего бухарского уряла. Сегодня будем охотиться на уряла. Сдвинулись немножко в сторону Таджикистана. Вчера была весна, зеленая травка, красивейшие горы, водичка. Сегодня такие более суровые, снег, мороз. И немножко вообще прям поменялась обстановка, из весны в зиму перебрались. Сейчас мы находимся на территории охотхозяйства Хуталон. Хуталон, да. Самый большой охотхозяйство Таджикистан. Хуталон самое большое. Да, самое большое охотхозяйство и самое хорошее количество урял здесь очень много. И тоже Мархур здесь есть. Мархур тоже есть? Да, тоже Мархур есть. 20 метров от нас. Самки с детворой.
Кабанчики гуляют, видишь? Вот он очень хороший. Очень хороший. Очень. Да. Батарейка все? Да. Его нет батареи? Да, не хватает. Вчера долго лежали, видать, села. На холоде в прицеле разрядилась батарейка. Это не самая приятная новость для охотника. Но что поделать, хорошо, что к Уриалу можно подойти достаточно близко, чтобы произвести точный выстрел, предварительно рассчитав расстояние по перекрестию. Охота продолжается, но уже с новыми ощущениями. Большие дерева. Там есть снег. Площадь. А, под деревом, за деревом стоит. Да, за деревом. Первый, второй, третий, да? Сейчас прям вот на нас начался. Давай пойдем. Тут недалеко. 150 метров. Давай туда. Дистанция какая? 250. Сейчас станет. 220. Давай. На ходу ж не буду стрелять. Поздно стоит. Он стреляет. Не готов. Есть, попал. Есть. Поздравляю. Наконец-то без батареи мы можем стрелять без батареи. Отличный выстрел. Спасибо. Babacan da bir federasyon vardı. Слава Богу. Ну все, добыли, слава Богу, Уриала. Караул какой-то. Надо было от прицела еще отключиться. Все-таки электронная техника иногда тоже подводит. У нас с прицелами вся поездка какая-то складывается. То первую баллистику нарушилась. Хорошо было второе ружье. Вчера стреляли, все шикарно. Сегодня приходим, батарейка села. Но все равно приняли решение стрелять. Дистанция была небольшая, там 220 или 230 метров. Поэтому без баллистики, без ничего. Ну, то есть как бы доступная дистанция. Поэтому, слава Богу, попали. Сейчас пойдем смотреть. Прямо туда. Давай. Мы уже все переходили. Грязи, дожди, травы, скалы, льдины. А теперь снег с грязью и травами. Микс. Только что был добыт шикарный трофей бухарского Уриала в угодьях Хуталон. Спасибо ребятам за организацию, спасибо Туйчи, спасибо большое, ребята. Шикарная охота, шикарные угодья, большое количество Уриала, прям невероятно большое количество. Очень крупная особь, 11 лет. Еще 1 год бы она сама уже покинула этот мир, поэтому получилась очень достойная охота в плане и шикарного трофея, и выбора из природы уже, по сути, отжившего большого Уриала. Поэтому все было супер, все получилось. Вчера добыли Мархура, сегодня добыли Уриала. Полное счастье, возвращаемся домой. Поэтому еще раз всем спасибо. Спасибо.